мы хотели попробовать записаться сами, там все так завязано в Ужонде, там, чтобы люди изначально шли к агентам. И сказали нам: ждите, мы вас будем записывать. И все, мы психанули. Оказывается, есть онлайн-запись, хотя агентству вообще пофигу на это было. Нам удалось записаться на один день, это какое-то чудо. Как вы это сделали? Они были в шоке, что нам удалось. Подскажите, пожалуйста. Обычные жители Лоди знают, а агентство не знает. Ну как? Мы подавались по разным категориям. Я по работе, а Оля по другим обстоятельствам. По работе стоит 440 злотых. По другим обстоятельствам стоит 340 злотых. За выдачу карты по 100 злотых. И у нас с этим произошел косяк. И мы об этом узнали уже в самый момент. У инспектора. И это было жестко, потому что он сказал: все, извините, до свидания. Проходит там от 6 месяцев до года, это еще нормальный срок. Мы, конечно, не претендуем там на звание каких-то консультантов, делимся тем, что знаем сами. Есть, конечно же, официальные какие-то там указания, какие документы, лучше всегда сверяться не с новыми. с видео, да. Подготовиться без агентства вы, конечно, можете. Ну, это не легко. сложно. Самое сложное — это записаться. Ребята, всем привет! Спасибо, что заглянули на наш канал Boss Family. И это очередное очень крутое видео, которое вы должны пролайкать. Мы старались. Да, многие спрашивали подробнее рассказать о картах по быту, как все происходит, какие документы. Мы, конечно, не претендуем там на звание каких-то консультантов или там, агентств помощи и все такое. Можем рассказать из своего опыта, свои какие-то наблюдения, да, то, что мы читали. Ну да, просто в качестве советов это рекомендации сложно назвать и полным руководством к действию. Чисто наш опыт, ребята, как и все на этом канале. Чисто наш опыт. Да, делимся тем, что знаем сами, полезными вещами какими-то, как обычно. Поэтому погнали. Начнем с того, что изначально мы хотели попробовать записаться сами, то есть не обращаться в агентство. 2 месяца Саша пытался как-то нас записать через сайт. Да, изначально была онлайн-запись, но через такой глючный сайт, который не работал не то, что вот во время, когда выкидываются даты, а бывало, что круглосуточно не работал. Было вообще такое ощущение, что они все делали на этом сайте, чтобы люди специально обращались все к агентству. Или чтобы меньше работы было в Ужонде, чтобы дела не надо было рассматривать, потому что никто не пришел, извините, мы ничего не виноваты. Вообще, мне кажется, там все так завязано в Ужонде, там, чтобы люди изначально шли к агентам. И в Ужонде даже есть отдельная оплата за услугу представительства. 68 злотых мы платили с каждого за то, что вместе с нами в Ужонде был агент. То есть, я думаю, это уже договорено намного заранее. В общем-то, мы отошли от темы, мы попытались сами, у нас не получилось, поэтому где-то месяц-полтора, да? Минимум 2 с декабря, и только в феврале мы уже сдались. И все, мы психанули и приняли решение обратиться к агентству. Саша написала там у себя на работе, они связались с агентством. Наше агентство потом сказало, что надо внесок. Чтобы подготовить внесок, то есть анкету, нужно нам отдать, подготовить список всех своих там данных, которые они дали, паспортные данные, там какие-то выезды за границу за последние 5 лет, это тоже нужно, не знаю, насколько важно и зачем. Нужно, значит нужно. Сделать ксерокопии всех страниц паспорта, даже пустых. Это было изначально такое указание, но мы делали только там, где что-то есть, какие-то отметки, визы, и в Ужонде ничего нам не сказали. По этому счету нужно было, такие всякие данные небольшие, по чуть-чуть, это заняло очень мало времени, все отправить. Дальше они подготовили внесок, и остальными документами занимались сами. В принципе, там иногда просили что-то дополнить. И сказали нам: ждите, мы вас будем записывать. С того момента, как мы уже связались с агентством, наверное, вскоре после этого пропала эта онлайн-запись, и стали записывать только через телефон. Мы тоже сами пробовали, конечно же, потому что в агентстве нас попросили не забрасывать это дело, а пытаться параллельно. Но у нас ни разу не получилось дозвониться. Они тоже там что-то пытались, а параллельно еще взяли и отправили наши документы почтой
Есть такой альтернативный вариант подачи. Но, насколько нам известно, там даже для того, чтобы вызвать в Ужонт на подачу оригиналов всех документов, проходит там от 6 месяцев до года. Это еще нормальный срок. И вот мы это сделали где-то в марте. Почтой подали, получили подтверждение, что документы прибыли. И до сентября не было никаких вообще новостей по этой подаче почтой. И все это время мы пытались добиться чего-то там от агентства. Я писал, периодически писал, как там прогресс. Мы там пытаемся по телефону дозвониться. И один раз мне даже сказали, что вот нам удалось, но поскольку за один дозвон можно записать только одного человека, мы записали там кого-то еще. То есть мы несколько раз дозвонились за день, но записали других людей. То есть записали не нас. На тот момент у нас уже заканчивались визы. И мы такие, прикольно. Может, а мы в конце очереди, важнее. реально. Да. Ну да, и так мы ждали до сентября, когда у нас уже 3 месяца как истекли визы, а записи все не было от агентства. И вообще это агентство, там нам некоторые писали люди, спрашивали, что у нас там за агентство, мы в одном из видео говорили, но мы сразу хотим сказать, что мы не советуем это агентство. Да, можем сказать название. Да, и у нас нет, в принципе, с ними контактов, потому что мы с ними сами лично не связывались. По почте. Да. Это агентство мне не очень понравилось, потому что когда мы пытались с ними связаться, просто по почте мы им писали, спрашивали, а когда, а сколько, есть какие-нибудь известия, что у вас получается записаться или нет. Просто мы думали, что они нас записывают по телефону. Когда по телефону уже нет записи, мы пытаемся как-то узнать, наладить контакт, может, как-то вместе решим наш общий, сообща этот вопрос. Вообще 0 известий, 0 контактов. Они не отвечали. Я писал раз в неделю, вот, наверное, 3 недели подряд я писал, а мне ответили, может, только на 3-й раз. Там уже даже поменялись телефоны, по которым записывали. Я этого не знал. Я пытался на старый звонить. Мне кажется, они тоже. Но они даже не ответили в итоге, что... я спросил, я пытаюсь звонить по тому номеру, что вы скидывали. Там, нету такого номера. Может, какой-то новый скажите, мы будем звонить по новому. Не было ответа. Поэтому мы не советуем это агентство. И куча других агентств, уверена, которые могут больше помочь, чем вот конкретно наши. Но они занимаются больше релокейтом, наверное. Просто у них офисы в разных городах, и конкретно, вот, может, у нас неудачные сотрудники какие-то или что. В общем-то, мы ждали долго, уже, не знаю, полгода мы ждали, да, наверное? Да. Около полгода мы ждали, ничего нету. Потом мы уже узнали, что, оказывается, есть онлайн-запись, хотя агентству вообще пофигу на это было. Мне кажется, месяц или 2 прошло с того момента, как она появилась. Просто мы не мониторили ситуацию. Я просто ждал каких-то новостей от агентства, потому что, с тех пор они мне не отвечали даже про номер телефона. Не то, что хотя бы сказали бы, что уже онлайн-запись. Они даже этого не ответили. Мы бы сами пытались что-то делать. В итоге нам удалось поймать 2 даты, плюс нам помогли. У нас есть об этом ролик подробный, более подробный. Поэтому мы, наверное, оставим ссылку, да? Да, главное в том, что, во-первых, нам удалось записаться на 1 день. Это какое-то чудо. Самое интересное, подожди, я тебя перебью. Когда нам удалось записаться, агентство нас, не знаю, сколько раз они спрашивали, как вы это сделали? Они были в шоке, что нам удалось. Подскажите, пожалуйста, мы не можем записать уже столько там времени. И самое интересное, они, знаете, записывали даты, давалось там 8 часов даты, да, скидывали ровно, 8 утра. И то есть все уже ловили даты, уже, наверное, без 3 минут до 8 уже сидели. Да, там надо заполнить капчу, быстро все обновлять. Я это узнал в чате белорусов в Лоди. Там про это знали, а в агентстве, которое берет деньги за запись людей, не знали, что даты выкидываются в 8 часов. И они нас постоянно спрашивали, а мы там где-то в 9, а мы просто в течение дня заходим так на расслабоне с кофейком, нету дат, извините. Что мы будем зайдем делать? завтра. Да. То есть они даже не собирались заходить заранее, они не знали, что в 8 часов выкидывают даты, они вообще не знали, они думали, если они будут периодически заходить каждый день, то они появятся. То есть, просто оказывается, не все так просто. Какие-то обычные жители Лоди знают, а агентство не знает. Как? Да, в общем-то, поэтому тоже мы не очень их советуем. Главное, что все хорошо сложилось. Мы
когда мы узнали про эту онлайн-запись, мы за неделю или там за полторы выбили себе даты. То есть просто, если бы так сразу было, мы бы сэкономили время. Но как получилось, так получилось. Запись в Ужонт — это самая сложная часть всего процесса, мне кажется. Потом мы стали собирать документы вместе с нашим агентством. Тут они нам уже помогли. Все документы... мы немножко сейчас возвращаемся назад, потому что все документы были собраны еще во время подачи почты, то есть в первый месяц. Из такого важного, что нужно уже при личной подаче, это все оригиналы, потому что там делались ксерокопии для первой подачи. Плюс фотографии нужно... по 4 фотографии с человека при подаче в Ужонде. Просто оригиналы всякие. А все остальное мы подавали ксерокопиями и собирали в первый месяц. Сейчас можно подробнее пройтись по списку. И причем тут еще есть такой момент, что мы подавались по разным категориям. Я по работе, а Оля по другим обстоятельствам, как супруга, получается. Есть момент, что вроде как карта по быту будет без доступа к рынку труда, но это вроде не такая большая проблема, насколько нам известно. И это все решается. Будет еще тема для видео. Возможно, еще придется сходить в Ужонт и сделать какое-то свидетельство вместе с работодателем. Я пока не знаю, пока мне ничего не говорили, посмотрим. Может, и так будет хорошо. Кстати, посмотрим, да. По работе карту по быту получать, возможно, бы и не получилось. Из-за того, что... Я на мой-лицей. Да, и там ставка, полставки. Я не знаю, как это работает. По крайней мере, в агентстве нам сразу предложили такой вариант. Да. И мы согласились. Именно по другим. Плюс мы у них потом спрашивали отдельно, будут ли у меня какие-то проблемы. Они сказали, нет, все нормально. Хотя такое агентство, они, может, написали, да все нормально, не парьтесь. Переведите нам оплату. Да, просто не трогайте, да, все уже. Отвалите от нас вообще окончательно. И по списку документов, да, конечно, список документов будет отличаться в зависимости от вида карты по быту, на которую человек подается. Самое популярное — это по работе. Для этого внесок он у всех идет одинаковый. Куча видео, куча статей есть, как его заполнять. Я не думаю, что есть какие-то сильные изменения год от года, но, возможно, что-то меняется, и лучше искать актуальную информацию. За нас сам внесок заполнял агентство, но все данные мы им отослали. То есть паспортные данные, номер песель, адрес. Какие-то еще интересный пункт был. Нужно было дать список всех своих путешествий за границу за 5 лет. Это надо было еще вспомнить. Я не думаю, что это мы были в Беларуси там. Жестко проверяется, но, по крайней мере, по штампам в паспорте можно было кое-что отследить. Мы так написали, где были. Лучше не врать, конечно. Если попросили, значит надо. Да, для чего-то это нужно. Да. Плюс там еще дата последнего въезда в Польшу нужна. У меня, кстати, был такой момент, что я только в последний день перед подачей вспомнил, что из-за своей командировки в Болгарию, а это вне зоны Евросоюза, у меня были новые печати в паспорте. И, соответственно, последняя дата въезда в Польшу тоже изменилась. Я им быстро скинул фотографию этой страницы с новым штампом, да, пограничным, таможенным. И эту информацию они все быстро поправили. Хорошо хоть успели. Да, это вечером уже, последний день перед подачей. Я вспомнил, это уже было вообще... А у меня же неправильная информация. Я уже даже об этом и не думала. Как-то забылось на тот момент. Внесок заполняется легко. Я думаю, вы сами это справились, если бы пришлось подаваться самостоятельно. Мы готовились к этому. Ничего там особо сложного. Далее, вторым важным документом, если подаваться по работе или не только, еще по учебе, по-моему, есть такой залончник номер 1. Он заполняется, в моем случае, работодателем. И у нас с этим произошел косяк. И, наверное, винить можно как работодателя, так и агентство, потому что, я думаю, они должны были проверить эту информацию. В общем, в моем этом документе подпись поставил неуполномоченный человек.
И мы об этом узнали уже в у самый момент. инспектора. Ну И да. это было жестко, потому что он сказал: все, извините, до свидания. Не могу принять, это типа, неправильный документ. Ну, подробнее тоже есть об этом Да. видео, поэтому не будем углубляться. Было Но нервно. мы можем сказать, что это было нервно. Вот здесь агентство Мгм. нам помогло. Они все разрулили как надо за час. Да. Тут спасибо, вот тут Тут- оправдали да. доверие. Тут Единственный в раз. этот момент мы забыли все их косяки. И когда мы вот подготавливали все данные, отдавали в агентство, там еще попросили взять с работы выписку о том, что я плачу в ЗУС, как бы налоги, вот это вот все на страхование, короче. Мгм. Тоже я приложил все эти документы. Плюс И- договор аренды. Ну, договор аренды. Ну, мы взяли его. Ну, это не как знаю зачем. это в Мгм. целом, как прописка, мельдуна, Мгм. то, что у нас есть место жительства. Что И- мы уже- По-моему, договор аренды просили именно для Оли. Мгм. Вместе с моим контрактом, кстати, тоже, и свидетельством о браке, переведенным и как бы заверенным. Ну, то есть присяжный перевод. Мы это сделали Мы все это, давно, да, да. сделали У нас все ксерокопии, было все готово, дали, да. плюс оригиналы уже носили, собственно, в Ужонт. Там, кстати, еще есть такая фишка, когда ты приносишь какие-то документы, оригиналы, есть ксерокопии, за каждую страницу Мгм. берут 5 злотых. И это Типа как вообще- сверка Мгм. документа. И поскольку у Оли этих страниц было Было больше. очень много, мы, Мгм. по-моему, 70 злотых отдали только за это. Это шок. Плюс у меня Мгм. 20 за мои ксерокопии. Помимо всего этого, там еще была комиссия при оплате в кассе. Да. 3,5. 3,5 злотых. Да, Оля ходила платить там Да. с агентом. Ну, я с агентом ходила, да, платить. Да, Там пока- еще такая бюрократия, то есть там такие чеки тебе дают оранжевенькие или что-то И такое от руки розовенькие, заполнить, оранжевенькие. типа. И от руки там такие квадратики, и там от руки надо было такими буквочками заполнить. Это трэш. И там еще, знаете, стенд, много-много примеров вот этих листочков, как заполнять. И мы еще с агентом стояли и долго-долго высматривали, где же наш пример. М. Там еще такое число надо было длинное написать, я не знаю, Номер там, счета, да, наверное, номер счета. огромный. Он огромный просто. Ну, бюрократия тут она, конечно, существует. И, все, мы все оплатили, и тебе отдельно, Да, и мне отдельно. Да, это уже мы на месте Да. платили. И вот еще касаемо оплат, самое главное. Нас попросили оплатить заранее, то есть за саму подачу. Мгм. У меня это по работе стоит 440 злотых, по другим обстоятельствам стоит 340 злотых. Мгм. Плюс мы оплатили по 68 злотых за представительство агентства сразу же. Мгм. И нам также сказали, что лучше бы сразу оплатить и за, за выдачу За карты карту, по да. 100 злотых. Мгм. Хотя мы думали, когда будет решение, децизия, тогда и заплатим, логично. Хотела. Но нам сказали лучше сразу, чтобы ее типа сразу и печатали Да. уже, не тратить лишнее время на это. Уже денег хотели быстрее. Ну, Может, да, я надеюсь, что все пройдет хорошо да. и нам их сделают, поэтому... Если потому нам что не всё дадут, оплачено. если нам не дадут, ну, допустим, нам не дадут карту, деньги нам тоже не вернут. Да, Те 100 злотых. естественно. До недавнего времени сам пластик стоил 50 злотых. А мы вот не прям, успели. мы что-то там месяц или сколько там Ну, поменялось Я не знаю, но цена. Ну, мы, короче, когда, не успели, да. когда мы изучали, еще когда вот сами думали подаваться, было 50, а через полгода уже 100. Даже, мне Ну, почему-то казалось, оно, может, месяц. поменялось и за месяц до нашей Ну, подачи, я не Ну, это особо уже в не курсе. важно, Да, вот из-за того, что мы потеряли время, мы еще и деньги потеряли. Ну, Агентство супер. Для меня мы сейчас ходили в ЗУЗ, это заняло 5 минут, такая страховка, мне ее нужно было обязательно взять, мы ее взяли. Да, изначально Оля была приписана к моему ЗУСу от работы, но потом, Мгм. поскольку стала работать сама, И у меня было все уже отдельно, своя свой страховка. ЗУС, Мгм. поэтому, в любом случае, это просто прийти в ЗУС, сказать, мне нужно для подачи такой-то там бланк. И, кстати, тут тоже спасибо агентам. Но они разрулили да, они- быстрее это, Да, чем она объяснять села цену. со мной, тоже все рассказала, и я там что-то подписала, и все, мы пошли. И что еще? Тоже Ну, фотографии, Да, все так как... пакет документов одинаковый, паспорт, фотографии 4 штуки, там Да. условия везде Мгм. описаны, 3,5 на 4,5. Оригинал всех документов, естественно, либо контракт умова працы, либо там другой какой-то. Мгм. Свидетельство о браке в случае Оли, договор аренды,
ЗУСы. Ну да, И ещё. ну, не справки, а квитанции об оплате. Можно квитанция об оплате это распечатать обязательно. после онлайн-оплаты. Это тоже вполне себе. Либо оплатить ну, просто в отделении где-то банка. Ну вот и все. Мы рассказали вам свой опыт. Надеюсь, он будет кому-то полезен. Да, Или нет, просто возможно, мы послушайте. что-то упустили, но в любом Ну случае да. просто свой опыт немножко с эмоциями. В любом случае есть, конечно же, официальные какие-то там указания, какие документы. Лучше всегда сверяться Не с с видео, да. новые Ну нормы, да. новые И требования. не надо вот так вот посмотрел видео, вот эти ребята так сделали, я тоже соберу Да. точно такие же Еще документы. зависит от каждого инспектора Да. отдельно, потому что, как рассказывают, что меняются требования в зависимости Да. от того, в какое окошко попадаешь. Поэтому подготовиться без агентства вы, конечно, можете. Ну, Ну, это это не легко. сложно. Самое сложное это записаться, но мы желаем вам удачи, все будет хорошо. В данный момент мы уже ждем визита полицейских, которые должны проверить, что мы живем по этому адресу. И после этого уже особых препятствий нету для того, чтобы наше дело уже рассматривали там на высочайшем уровне и принимали решения. Будем ждать, надеяться, И верить. что, как нам сказали, это может даже занять не более 3 месяцев. Было бы классно. Мы уже почти месяц вот как подались. Осталось еще 2. Да, ну ждем. Но мы ждем, да. И вы тоже ждите, у вас все будет хорошо. Удачи. Не вы первый, не вы последний. Да, все да. получится, ничего сложного. Попробуйте сами, если не получится, то обратитесь к агентству, ничего страшного в этом нет. Да, все должно получиться. В любом случае все получится. Все, спасибо большое и пока-пока. Пока.